Боже, я устал уже бежать. Меня преследуют пираты. Сторонники тех, кто не хочет покупать за деньги игры, предпочитают их скачивать с трекером. Меня поймали. Не удалось вырваться. Они меня потеряли. Добро пожаловать на канал Никибин. Сегодня с вами мы заглянем за черный занавес пиратства. Возможно, многие из нас сталкивались с этим непростым выбором. Какую сторону выбрать? Сторону света или же сторону тьмы? На одной чаше весов доблесть, честь, гордость и невинность за то, что ты купил официальную версию за свои деньги. На другой приключения, романтика, океан халявы под черным флагом и мир рыбаков. Еще с давних пор мы с вами привыкли под пиратством считать грабеж и разбой кораблей, который, к сожалению, до сих пор существует. Однако в наши дни есть другой вид пиратства, пиратство софта и игр. Суть в том, что пиратство не является грабежом в таком смысле, в котором мы привыкли его понимать. Оно не причиняет вреда истинному владельцу объекта. У владельца есть имущество, которое остается за ним, однако оно копируется и распространяется в массы вне закона. Например, у вас есть коллекционное издание игры Fallout или Cyberpunk. К вам пришел друг, у него этого нет. Вы дали ему поиграть свою копию на компьютере, он ее у вас благополучно спиратил. С точки зрения разработчиков и закона, вы полноправный владелец, вы купили, а он злостный нарушитель. Йо-хо-хо, пират. Разница ли в том, что вы заплатили, а он нет? Пиратство состоит из трех основополагающих китов. Юридический аспект. Пиратство является правонарушением, которое карается законом. Также эмоциональный фактор. Можно ли оправдать пиратство как таковое явление? И непосредственно экономическая составляющая. Например, вы законный владелец той же самой игры, вы заплатили свои деньги, а ваш друг нет. Он играет пользуются вашей версией игры, не заплатив те самые деньги разработчикам. Эмоциональный фактор заключается в том, что ему, допустим, не позволяют родители играть в данный жанр игр. Неважно по каким причинам, причины бывают разные. А ему очень хочется. Круг смерти. Ну что сказать, круг жизни, круг смерти. Поэтому он пошел таким путем. И возникает вопрос, оправдывается ли пиратство в данном случае или нет. Ответьте, пожалуйста, в комментариях на данный вопрос. И что вы в целом думаете про пиратство. С точки зрения тех самых разработчиков, каждая пиратская копия, которая была скачана на торренте, это потерянная прибыль, так как данную копию игры пользователь не купил, а скачал. Однако я считаю, это не совсем правильный подход. К тому же исследование, которое было проведено в 2017 году Европейской комиссией, подтвердило этот факт, что примерно 50% пиратских копий не являются 100% потерянной прибылью, так как пользователи большинство готовы покупать игры либо софт за рыночную стоимость, и даже если цена будет ниже, они не увеличат свою покупательскую способность на данную категорию товаров. Данное исследование будет приложено ссылкой в описании. Так какое же влияние оказывает пиратство на игровую индустрию? Положительный аспект — это пиратская версия играет что-то в роли демо-версии программы игры, когда тебе не нужно покупать полностью игру, ты заходишь на торрент, либо на сайт какой-нибудь, скачиваешь и пользуешься контентом, решая в дальнейшем судьбу. Дальше оно готовит нас к покупке в дальнейшей перспективе. Но о чем мы говорили, демо-версии не зря были придуманы разработчиками, но, к сожалению, в данный период времени их все меньше и меньше. Ну и, естественно, пиратские версии — это бесплатная копия, ведь аудитория расширяется, и она состоит из тех, кто легально покупает контент, и из тех, кто его пиратит. И из минусов. Самый первый, пожалуй, это законодательный минус. Злостные пиратчики находятся вне закона. Так было всегда, так есть, так и будет. Дальше риск заражения компьютера, консоли, мобильного телефона из-за того, что неизвестно, чем напичкан данный репак.
данная пиратская версия, каким софтом и какую цель несет возможный вшитый в данную сборку программное обеспечение. Также пиратство перенасыщает рынок. Игровых копий много, копий программного обеспечения много, а количество людей остается неизменным. Ну и последний пункт, который относится к эмоциональной части, это неуважение и обесценивание чужого труда. По логике вещей разработчики тратили свое время, ресурсы, силы, фантазию. Издательство тратило тоже свои ресурсы, силы, возможности. А пираты обесценивают данный труд. Они делают так, что люди недополучают денег. Рассмотрим теперь светлую сторону. Люди этой категории обычно платят в большинстве случаев любые деньги за любые игры, особенно за любимые. Они очень яро ненавидят и хейтят пиратов и всячески отказываются их понимать, воспринимать. А еще они больше всего негодуют, если игра была куплена им за full прайс, но вышла, мягко говоря, какашечкой. Ну как же без моего личного авторитетного мнения? Каждый сам решает, насколько он йо-хо-хо пират или правомерный владелец купленной версии игры или программного обеспечения, потому что каждый случай индивидуален, и в целом, если бы пиратство было невыгодно, оно бы уже давно кануло в лету. Все в плюсах, разработчики в плюсах, потому что аудитория растет, и в перспективе это повышает возможность покупки программного обеспечения либо игры. И люди, которые не хотят тратить свои денежки, в плюсе, потому что они пользуются продуктом, не платят денег. Здесь еще особая категория граждан, которые обходят всю эту аудиторию, высмеивают и тех, и других, но при этом не проще потратить несколько бочек денег на путан и алкоголь. Ну а теперь же к выводам. Проблема пиратства довольно-таки своеобразная вещь. В ней замешаны все цепочки экосистемы, от издателей, разработчиков до обычного пользователя. Например, тот же самый Вася, который решил в свои 35 плюс лет сменить профессию. Однако у него возникает проблемка. Программа стоит 30 тысяч в год подписка. А он только обучается, он не работает в этой сфере. Ему явно-таки не хочется как минимум платить такие деньги, либо у него нет средств на это, а учиться ему нужно. Он не студент, скидки у него нет студенческой на определенные продукты. И у него выход какой? Пойти под черный флаг, скачать с торрента, пользоваться и всячески рисковать. Каждый решает сам, по какому пути он будет идти. Кто-то идет по полулегальному пути, что-то оплачивает, что-то пиратит. Кто-то идет полностью по легальному пути, кто-то полностью в пираты. Как бы там ни было, чтобы данную проблему искоренить, нужно кардинально менять схему взаимодействия издателям программного обеспечения, разработчикам игр. Нужно вводить более гибкие тарифные планы, систему скидок, демо-версии игр или программ. Играйте честно, уважайте чужой труд, уважайте друг друга и до новых встреч.